В VII веке две великие сверхдержавы делили мир, не обращая внимания на мертвую пустошь на юге. Там, в раскаленных песках Аравии, не было ни государств, ни законов. Только кровная месть и древние идолы, но именно из этой безводной пустоты вырвется шторм, который всего за несколько десятилетий сожжет тысячелетние империи дотла. Разрозненные племена кочевников внезапно скуются в единый, пугающий эффективный механизм – арабский халифат. Как идея, рожденная в пыли и крови, смогла подчинить себе половину известного мира. И почему этот абсолютный триумф стал началом ее собственной, долгой и мучительной смерти? Код цивилизации. VII век нашей эры. Мир поделен между двумя уставшими титанами. На западе Византийская империя, наследница Рима, скованная железной бюрократией и христианскими догмами. На востоке Сасанидская Персия, государство-крепость, где правит каста зороастрийских жрецов и родовой аристократии. Эти две сверхдержавы веками перемалывали друг друга в бесконечных войнах за контроль над Ближним Востоком. К началу VII столетия они сошлись в самой жестокой 25-летней бойне, которая истощила их экономики, обескровила армии и выжгла пограничные земли. Императоры в Константинополе и шахиншахи в Ктисифоне смотрели друг на друга. Никто из них не смотрел на юг. Там, за горизонтом сирийских пустынь, лежал Аравийский полуостров. Для цивилизованного мира это была мертвая зона. Океан раскаленного камня и песка, где не было ни полноводных рек, ни плодородных долин, ни городов с каменными стенами. Римляне называли этот край Аравия дезерта, пустынная Аравия. География здесь диктовала свои абсолютно безжалостные условия. Это была среда, которая не прощала ни малейшей слабости. В Аравии не существовало государства. Не было судов, полиции, тюрем или писаных законов. Был только один институт, гарантирующий выживание – племя. Человек вне племени был мертв. Единственным механизмом, сдерживающим тотальную резню, был закон кровной мести. Око за око, кровь за кровь. Эта система поддерживала хрупкий баланс страха, но она же делала невозможным любое объединение. Десятки кочевых кланов веками резали друг друга за колодцы, пастбища и стадо верблюдов. Они были идеальными воинами, выносливыми, жестокими, не знающими страха перед смертью, потому что смерть в пустыне всегда стояла за правым плечом. Но их энергия уходила в песок. Они были раздроблены. Центром этого раздробленного мира была Мекка, узел торговых путей и религиозное сердце Аравии. Здесь находилась Кааба, древнее святилище, в котором были собраны сотни языческих идолов со всего полуострова. Управление Меккой держало в своих руках могущественное племя курайшитов. Они превратили религию в идеальный бизнес. Языческий плюрализм обеспечивал бесконечный поток паломников, а значит, деньги, безопасность и власть. В этом обществе все имело свою цену, а иерархия определялась древностью рода и количеством верблюдов. Именно в эту жесткую, прагматичную и жестокую систему в начале VII века врезается идея, которая ломает ее навсегда. Идея исходит от человека по имени Мухаммад. Торговец из обедневшей ветви знатного рода, он начинает проповедовать нечто абсолютно немыслимое для Аравии. Он заявляет, что Бог только один. Для нас сегодня монотеизм звучит как привычная теологическая концепция. Но для Мекки VII века формула «нет Бога, кроме Аллаха» была не молитвой. Это была политическая декларация. Это был прямой удар по экономическому фундаменту курайшитов. Если Бог один, значит сотни идолов в Каабе, куски дерева и камня. Если они куски дерева, паломничество теряет смысл. Торговля останавливается. Власть элиты рушится. Но в проповеди было нечто еще более опасное для старого порядка. Идея равенства перед Творцом разрушала саму суть племенной иерархии. Богатый курайшит и бесправный раб внезапно оказывались на одной ступени. Для племенной аристократии это было равносильно объявлению войны. Начинаются преследования. Ислам первых лет – это религия гонимых, балансирующая на грани полного физического уничтожения. В 622 году происходит событие, которое меняет ход мировой истории – хиджра. Переселение Мухаммада и его немногочисленных сторонников из Мекки в северный оазис Ясриб, который позже назовут Мединой. Этот год становится нулевой точкой исламского календаря.
И именно здесь, в Медине, происходит главная социальная революция, породившая арабский халифат. Мухаммад создает умму, общину верующих. До этого момента араба определяла кровь. Твой брат – это тот, кто родился в твоем шатре. В Медине рождается новый тип идентичности. Теперь твой брат – это тот, кто молится рядом с тобой. Кровное родство заменяется родством идеологическим. Впервые в истории Аравии появляется механизм, способный объединить людей разных племен, статусов и родов. Племенной сепаратизм, веками сжигавший энергию кочевников, был отключен. Вера выковала из разрозненного металла единый монолит. Медина превращается в первое исламское протогосударство. Начинается вооруженное противостояние с Меккой. Это не были масштабные битвы в понимании Рима или Персии. При Бадре с обеих сторон сражалось чуть больше 1000 человек. Но ставки в этих стычках были абсолютными. Решалось, кто будет определять будущее полуострова. Железная дисциплина, фанатичная убежденность в своей правоте и новая тактика позволили мусульманам сломать сопротивление курайшитов. Спустя 8 лет после изгнания Мухаммад возвращается в Мекку победителем. Идолы вокруг Каабы разбиты, старый мир уничтожен. К моменту смерти пророка в 632 году почти весь Аравийский полуостров подчинен новой власти. Но смерть основателя становится первым испытанием системы на прочность. Как только весть о кончине Мухаммада разносится по пустыне, старые племенные инстинкты берут верх. Десятки племен объявляют, что их договор был лично с пророком, а не с его преемниками. Они отказываются платить налоги и отпадают от Медины. Возникает угроза того, что Аравия снова рухнет в хаос языческой раздробленности. Власть переходит к Абу-Бакру, первому праведному халифу, заместителю пророка. У него нет времени на сомнения, он понимает, если позволить хотя бы одному племени уйти безнаказанно, конструкция развалится. Начинаются войны с вероотступниками, ридда. Это был жестокий, кровавый процесс внутреннего переформатирования. Армии халифа под командованием гениального и безжалостного полководца Халида ибн аль-Валида проносятся по Аравии, огнем и мечом вколачивая племена обратно в состав уммы. Войны ридда длились чуть больше года, но их последствия были колоссальными. Во-первых, полуостров был окончательно спаян в единое политическое пространство. Во-вторых, вся Аравия оказалась тотально милитаризована. Сотни тысяч кочевников, привыкших жить войной, теперь были объединены жесткой дисциплиной и единой целью. Внутри полуострова им больше не с кем было воевать. Закон запрещал мусульманину проливать кровь мусульманина. Колоссальная, раскаленная энергия целого народа, веками запертая в пустыне, оказалась сжата до предела. Механизм халифата был собран и заведен. Удержать эту силу внутри Аравии было уже невозможно. Взгляд халифов обратился на север, туда, где лежали богатые, но смертельно уставшие империи, даже не подозревающие, что из песков к ним уже движется их конец. В 633 году врата Аравийского полуострова распахнулись. Сжатая до предела пружина вырвалась наружу. Внешний мир ждал привычных набегов кочевников, которые пограбят приграничные деревни и уйдут обратно в пески, испугавшись регулярных армий. Но из пустыни вышли не грабители. Из пустыни вышла идеологическая машина уничтожения. Первые удары обрушились на две сверхдержавы одновременно – Византийскую империю и Сасанидскую Персию. На бумаге арабы не имели ни единого шанса. У них не было осадных машин, не было тяжелой пехоты, закованной в сталь, не было флота и сложной логистической системы. Их противники веками оттачивали искусство войны, строили неприступные крепости и содержали профессиональные армии с тяжеловооруженной кавалерией, катафрактариями, танками VII века. Но у арабов было два абсолютных преимущества. Первое – фанатичная вера. Воин, который считает смерть на поле боя прямым билетом в рай, не бежит от превосходящих сил. Второе – пустыня. Классические армии зависели от линий снабжения, дорог и рек. Арабы передвигались на верблюдах. Пустыня была для них тем же, чем океан для британского флота. Они могли появиться ниоткуда, нанести сокрушительный удар и раствориться в раскаленном мареве, куда тяжелая византийская или персидская конница просто не могла за ними последовать. Они диктовали время и место каждого сражения. И исторический момент был выбран идеально.
Две великие империи только что закончили 25-летнюю войну на взаимоуничтожение. Их казна была пуста, элиты парализованы интригами, а население пограничных провинций доведено до отчаяния чудовищными налогами. В 636 году на реке Ярмук византийская армия была стерта в порошок. Решающую роль сыграла песчаная буря, ударившая в лицо римским легионам. Арабская конница вырезала дезориентированного, ослепленного песком врага. Император Ираклий, который всего за несколько лет до этого с триумфом вернул Иерусалим, бежал из Сирии со словами: «Прощай, Сирия, прекрасная провинция, ты достаешься врагу». В том же году в битве при Кадисии арабы ломают хребет сасанидской Персии. Боевые персидские слоны, элита Шахиншаха, обезумев от стрел, затоптали собственную пехоту. Спустя короткое время арабы входят в Ктесифон, столицу империи. Они находят там столько золота, шелка и драгоценных камней, что простые бедуины меняют бесценные рубины на серебряные монеты, просто не понимая их реальной стоимости. Тысячелетняя Персидская империя, пережившая Александра Македонского и Рим, рухнула и навсегда исчезла с политической карты мира. Но был и еще один секрет пугающе быстрой экспансии. Халифат побеждал не только мечом, он побеждал логикой. Когда арабы входили в Сирию, Египет или Месопотамию, местное население часто не оказывало сопротивления. Для крестьянина-монофизита в Сирии византийский император был религиозным диктатором, который сжигал его церкви и забирал последний урожай. Арабский завоеватель предлагал простую сделку – плати джизью, налог для иноверцев, и живи спокойно. Никто не заставлял христиан и иудеев насильно принимать ислам. Напротив, на первых порах арабам было выгодно, чтобы налогоплательщиков оставалось больше. Для миллионов людей приход халифата оказался экономическим и социальным освобождением. Меньше чем за 100 лет границы халифата раздвинулись до невообразимых масштабов. На западе арабская конница пересекла Гибралтар, уничтожила королевство вестготов и захватила Испанию. На востоке их авангарды вышли к берегам Инда и границам Китая. Черно-зеленые знамена развивались над территорией, превосходящей Римскую империю в ее абсолютном зените. Но именно здесь, в точке абсолютного триумфа, в механизм попал яд. Богатства покоренных империй хлынули в Аравию. Золото, рабы, шелка, дворцы. Аскетичная суровая мораль первых мусульман не выдержала столкновения с абсолютной властью. Родовая арабская знать быстро поняла: вера верой, но теперь они – хозяева мира. Центр политической тяжести стремительно смещался из пыльной Медины в богатейшие провинции – Дамаск и Куфу. Начинается борьба за власть, жестокая и беспощадная. Второй праведный халиф, Умар, создатель империи, зарезан персидским рабом во время утренней молитвы. Третий халиф, Усман, обвинен в коррупции и кумовстве. Толпа разъяренных мусульман врывается в его дом в Медине и убивает 80-летнего старца прямо за чтением Корана. Его кровь залила страницы священной книги. Эта кровь навсегда разделила исламский мир. Начинается первая фитна – Великая гражданская война. Власть переходит к Али, двоюродному брату и зятю пророка. Но могущественный наместник Сирии Муавия из рода Омейядов отказывается ему подчиняться. Он поднимает окровавленную рубашку убитого Усмана как знамя мятежа. Мусульмане начинают убивать мусульман. Вера, которая сковала арабские племена в монолит, трескается под давлением политики. Кульминация этой трагедии наступает в 680 году в битве при Кербеле. Отряд Хусейна, сына Али и внука пророка, окружен правительственными войсками омейядов. Хусейн и его люди отрезаны от воды. Их методично, жестоко вырезают. Внуку основателя религии отрубают голову и отправляют ее правителю в Дамаск. Кербела стала незаживающей травмой. Она окончательно расколола халифат на суннитов, признающих прагматичную власть халифов, и шиитов, сторонников рода Али, для которых мученичество и скорбь стали основой идентичности. Государство устояло. Династия омейядов перенесла столицу в Дамаск, переняла византийские имперские привычки и превратила халифат в наследственную монархию. Пустынная демократия умерла. На ее костях выросла классическая деспотия. Омейяды правили железной рукой, но они допустили роковую ошибку.
Они выстроили систему арабского расизма, где новообращенные мусульмане из числа персов, сирийцев и берберов считались людьми второго сорта. Недовольство копилось десятилетиями. Огромная, богатая и раздираемая внутренними противоречиями империя ждала искры. И она вспыхнула на востоке, в Хорасанских горах, откуда придут люди в черных одеждах, чтобы вырезать омейядов под корень и построить новую столицу – Багдад. В 750 году династия омейядов была уничтожена. Революция, поднявшаяся на востоке, смела старую элиту с пугающей жестокостью. Победители аббасиды пригласили оставшихся принцев свергнутой династии на пир примирения, а затем хладнокровно вырезали их прямо за столами. Тела убитых накрыли тяжелыми коврами и продолжили пировать под хрипы умирающих. Так в крови и предательстве начиналась эпоха, которую историки назовут «золотым веком ислама». Аббасиды понимали, Дамаск слишком пропитан лояльностью к старым хозяевам. Им был нужен новый центр тяжести – чистый лист. В 762 году халиф Аль-Мансур закладывает на берегах Тигра новую столицу – Мадинат ас-Салям, город мира. Мы знаем его как Багдад. Это был шедевр градостроительства и архитектурной паранойи. Идеально круглый город, окруженный тройным кольцом неприступных стен. В самом центре – дворец халифа и главная мечеть. Вокруг – огромное пустое пространство, подчеркивающее абсолютную дистанцию между правителем и его подданными. Багдад стал гравитационной аномалией раннего Средневековья. Он втягивал в себя все. Сюда сходились торговые пути из Китая, Индии, Африки и Европы. Сюда текли налоги со всех концов гигантской империи. За несколько десятилетий город разросся до 1 миллиона жителей. В то время как Лондон и Париж были грязными деревянными крепостями с населением в пару десятков тысяч человек, Багдад утопал в мраморе, шелке и чистой воде. Но главным богатством новой столицы стало не золото. Им стала информация. Аббасиды запустили беспрецедентный в истории проект. Они начали скупать, привозить и переводить на арабский язык все доступные знания человечества. Труды Аристотеля и Платона, индийская математика, персидская астрономия, греческая медицина. В Багдаде создается Дом мудрости, грандиозная академия и исследовательский центр. Здесь работали переводчики-сирийцы, астрономы-персы, математики-индийцы. Они брали разрозненные знания погибших цивилизаций и сливали их в единый интеллектуальный поток. Без этого багдадского фильтра Европа никогда бы не получила назад труды своих же античных философов, утерянные в темные века. Арабский язык стал тем же, чем сегодня является английский, языком мировой науки. Казалось, это абсолютный триумф. Эпоха халифа Гаруна ар-Рашида, воспитая в сказках «Тысячи и одной ночи». Время, когда улицы полны ученых, купцов и поэтов. Но реальность была куда мрачнее сказок. Именно этот невероятный ослепительный расцвет стал механизмом скрытого гниения халифата. Произошла фундаментальная трансформация. Империя, выкованная суровыми войнами пустыни, превратилась в сложнейшую, неповоротливую бюрократическую машину. Халифы больше не водили армии в бой и не спали на голой земле. Они стали живыми божествами. Они скрывались в глубине своих дворцов за тяжелыми шелковыми завесами, куда допускались только евнухи и высшие визири. Исконная арабская военная демократия, рожденная у костров бедуинов, умерла окончательно. На ее место пришла персидская модель деспотии, задыхающаяся в дворцовых интригах. Но главная катастрофа произошла в армии. Халифы перестали доверять свободным арабским племенам. Арабы были слишком независимыми, они помнили времена равенства и постоянно поднимали мятежи. Правителям была нужна идеальная послушная машина для подавления, не связанная родственными узами с местным населением. Они начали массово скупать на рынках Средней Азии мальчиков-рабов тюркского происхождения. Их называли гулямами. Их с детства тренировали только одному – убивать по приказу правителя. Это была элитная гвардия, закованная в сталь, не знающая пощады и не имеющая корней. Идея казалась гениальной, но она нарушала базовый закон власти. Тюркский гвардеец с мечом охранял повелителя ровно до того момента, пока не осознал, что повелитель беззащитен без его меча. К середине IX века золотая клетка захлопнулась. Халифы превратились в заложников собственной гвардии.
Тюркские генералы свергали правителей, ослепляли их, морили голодом и возводили на престол новых марионеток. Могущественные владыки половины мира теперь дрожали в своих роскошных дворцах, прислушиваясь к шагам кованых сапог в коридорах. А тем временем гигантская империя начала трещать по швам. Огромные расстояния делали тотальный контроль невозможным. Наместники провинций, эмиры, видя паралич центральной власти, один за другим переставали отправлять налоги в Багдад. Они чеканили собственную монету и передавали власть своим сыновьям. Откололась Испания, где выжившие омейяды создали свой независимый халифат. Откололся Египет, где к власти пришли шииты-фатимиды. Откололась Северная Африка. Откололась Персия. Формально они все еще произносили имя багдадского халифа во время пятничной молитвы. Но это был лишь пустой звук. Халифат перестал быть единым государством. Он превратился в лоскутное одеяло независимых и враждующих держав. Великая идея, когда-то сковавшая разрозненные племена в монолит, растворилась в роскоши, наемных армиях и жажде абсолютной власти. Ядро сгнило. Империя была мертва, хотя ее огромный механизм еще продолжал двигаться по инерции. Ей оставалось только дождаться того, кто придет с востока и нанесет окончательный удар. К XIII веку арабский халифат напоминал древнее, некогда величественное древо. Его крона была огромна, но ствол сгнил, а корни были источены. Формальный повелитель правоверных в Багдаде не контролировал почти ничего за пределами своей столицы. Мир ислама был расколот на десятки враждующих султанатов и эмиратов. На западе христиане теснили мусульман в ходе реконкисты, на востоке тюрки-сельджуки создавали свои империи, лишь номинально признавая власть халифа. Но настоящий кошмар пришел с Дальнего Востока. Кошмар, который не знал пощады, не вступал в переговоры и не боялся ни бога, ни черта. Монголы. Они двигались как лесной пожар, уничтожая все на своем пути. Они не просто завоевывали города, они стирали цивилизации. В 1258 году армия монгольского хана Хулагу, внука Чингисхана, подошла к стенам Багдада. Это было невиданное по масштабам зрелище. Бесконечные орды всадников, стенобитные машины, заимствованные у китайцев, и леденящая душу тишина перед бурей. Монголы потребовали капитуляции. Последний багдадский халиф Аль-Мустасим, слабый и нерешительный человек, который всю жизнь провел в роскоши дворцов, совершил роковую ошибку. Он ответил отказом, но не сделал ничего, чтобы подготовить город к обороне. Он полагался на то, что священный статус столицы ислама остановит варваров. Осада была недолгой. Монголы засыпали город огненными снарядами, проломили стены тяжелыми таранами и ворвались внутрь. И началась резня. В течение 40 дней Багдад, золотой город, интеллектуальное сердце мира, подвергался тотальному уничтожению. Не было пощады ни женщинам, ни детям, ни старикам. Улицы города превратились в реки крови. Запахи разложения и пожарищ душили все живое. Дворцы, мечети, больницы были разграблены и сожжены. Но самой страшной трагедией стала гибель Дома мудрости. Знаменитая багдадская библиотека, хранилище знаний столетий, была уничтожена. Монголы, презиравшие книги, выбрасывали бесценные рукописи в Тигр, используя их как мост для переправы. Современники писали, что река стала черной от чернил и красной от крови. Знания, собиравшиеся веками, античные труды, медицинские трактаты, астрономические таблицы – все это исчезло в дыму и воде за считанные дни. Самого халифа монголы предали особой казни, чтобы не проливать царскую кровь на землю, чего они боялись. Аль-Мустасима завернули в ковер и растоптали конями. Так, под копытами монгольских лошадей закончила свое существование династия аббасидов и классический арабский халифат. Это было не просто военное поражение, это был конец эпохи. Шок, который пережил исламский мир, был абсолютным. Халифат, который казался вечным и непобедимым, был уничтожен варварами. Центр цивилизации сместился. Багдад так и не оправился от этого удара, превратившись в провинциальный город на окраине новых империй. Именно этот момент, этот пепел над Тигром, заложил глубокую травму в ДНК региона.
Ощущение того, что великая цивилизация была предана, расколота и уничтожена внешним врагом, продолжает жить в общественном сознании, питая радикальные движения, мечтающие о возвращении к истинному халифату, тому, который был до роскоши, до предательства и до монголов. Посмотрите на современную политическую карту Ближнего Востока. Вы увидите десятки государств, разделенных ровными, словно прочерченными по линейке границами. Эти линии рисовали не потомки пророка и не великие арабские полководцы. Их чертили британские и французские дипломаты в тихих европейских кабинетах в начале XX века, хладнокровно деля наследство ослабевших империй. Арабский халифат как единое, гигантское политическое тело давно мертв. Но как фантом, как идеологический каркас, как коллективная память и незаживающая культурная травма, он живее всех ныне существующих правительств. Чтобы понять, чем стало наследие этой империи сегодня, давайте взглянем на колыбель ислама – Саудовскую Аравию. Сегодня это государство с населением почти в 37 миллионов человек. Ее столица Эр-Рияд – не пыльный оазис для кочевников, а слепящий неоном мегаполис из стекла и бетона. Саудовская Аравия обладает одной из самых могущественных экономик планеты, входя в мировую двадцатку. Местные элиты снова купаются в астрономической роскоши, как когда-то багдадские халифы. Но теперь их власть питает не дань с покоренных византийских провинций, а черная кровь земли – нефть. Они создали колоссальную военную машину. Саудовская регулярная армия и Национальная гвардия насчитывают свыше 250 тысяч бойцов. На вооружении стоят новейшие западные истребители, сложные системы противоракетной обороны и тяжелая бронетехника стоимостью в десятки миллиардов долларов. И все же, несмотря на этот технологический скачок и триллионные бюджеты, глубинная база общества остается неизменной. Миллионы людей со всех континентов ежегодно совершают хадж, стягиваясь к главной достопримечательности и святыне исламского мира – черному камню Каабы в Мекке. Точно так же, как это происходило 14 веков назад. Культурные коды прошиты в повседневности. За закрытыми дверями роскошных королевских дворцов и в обычных домах на стол подают национальное блюдо – капсу. Горы рассыпчатого риса с тушеным мясом и щедрой россыпью терпких специй. Это не просто еда, это древний символ бедуинского гостеприимства, напоминание о тех временах, когда племя делило один котел у ночного костра, скрепляя свое непоколебимое кровное братство в безжалостной пустоши. Но за глянцевым фасадом нефтяного богатства скрывается удушающая реальность. И в первую очередь физическая. Сегодня Аравийский полуостров и Месопотамия столкнулись с катастрофическим экологическим кризисом. Воздух современных ближневосточных мегаполисов, будь то Багдад или Эр-Рияд, задыхается от токсичного смога. Индекс качества воздуха здесь регулярно бьет антирекорды, делая эти города одними из самых грязных на планете по уровню микрочастиц. Кажется, будто сама Земля восстает против бетона и стали, стремясь вернуть все к исходной точке, к суровой, выжженной пустынной Аравии, не прощающей человеческой слабости. Сравните две столицы. С одной стороны, чей современный Багдад, бывший город мира, когда-то вмещавший дом мудрости. Сегодня это город, глубоко израненный десятилетиями новых войн, иностранными вторжениями и бесконечным сектантским насилием. Сунниты и шииты. Две ветви великого древа, которые по-прежнему ведут опосредованную, безжалостную войну за доминирование. Этот тысячелетний религиозно-политический конфликт сегодня определяет всю геополитику Ближнего Востока. Именно он стоит за долгими гражданскими войнами, за руинами сирийских городов, за гуманитарной катастрофой в Йемене, за политическим параличом Ливана и Ирака. Современные баллистические ракеты и боевые дроны уничтожают инфраструктуру в 21 веке. Травма от гибели Багдада в 13 веке оставила после себя вечный мучительный комплекс. Ощущение того, что великая цивилизация, подарившая миру передовую медицину и сохранившая античную философию, была несправедливо растоптана варварами и предана изнутри. Именно этот фантом халифата, идеализированного, чистого, непобедимого государства, где царил абсолютный порядок, до сих пор обладает невероятной разрушительной силой. Этот мираж толкает тысячи людей в объятия радикальных группировок.
Выцветающие тени прошлого заставляют молодых парней брать в руки автоматы не ради светлого будущего. Они убивают ради прошлого. Они пытаются воскресить миф, отмыть историческое унижение кровью, не понимая, что ту империю уже не вернуть. Арабский халифат давно сгорел в пламени собственных амбиций, но его пепел до сих пор стучит в сердце Востока. Его наследие диктует правила политической игры, заставляет сверхдержавы тратить триллионы долларов и ломает судьбы целых поколений. Это не просто страница из старого учебника, это живой, раскаленный код цивилизации. Как вы считаете, что стало главной причиной крушения этого великого монолита? Безграничное богатство, отравившее элиту, внутренний религиозный раскол или удар абсолютной силы с Востока? Напишите ваше мнение в комментариях, нам важна ваша позиция. А пока на руинах арабского мира медленно остывали угли, далеко на севере, на самой границе угасающей Византийской империи, одно маленькое, никому неизвестное племя кочевников уже точило мечи. Оно готовилось создать новую, еще более грозную машину завоеваний, которая заставит содрогнуться всю Европу. Но это уже тема для нашего следующего расследования.